Всем доброго времени суток, это канал Радов Одесса. Продолжаем ремонтировать, чинить, починять все. Сегодня мы на работе. Тут хотелось бы представиться. Мы команда Радов Одесса, делаем балконы и окна, остекление, расширение, все полностью под ключ. То есть этот балкон у нас получится, он сейчас 3 квадрата, будет примерно 6-6,5 квадратов. То есть площадь квартиры увеличится где-то на 3-3,5 квадрата. Насчет представиться. Меня зовут Александр, это Валентин, мой друг, напарник и по совместительству оператор. Вот там у нас еще Василий есть, мы его потом покажем. Вот, у нас есть еще один человек, который сейчас на другой работе, он освободится, к нам вернется. Мы его представим. Шнурок, если слышишь нас, привет тебе. Вот, получиться в итоге у нас должен примерно вот такой балкон. Эти фотографии вы видите, это наши прошлые балконы, мы их делали прошлым летом. Вот, это наши балконы, реальные, не с интернета. Там вы видите балконы на 4 секции, на 4 окна, здесь будет на 6. То есть будет 3 секции по 2 окна. Все это будет соединено вместе. Вот. Смотрите до конца, будет интересно. Теперь погнали. Занимаемся, как я уже говорил, остеклениями балкона под ключ, то есть расширение балконов, остекление балконов под ключ. Сегодня будем расширять вот этот балкон по 40 сантиметров во все стороны. Вот. Находимся на пристройке сверху, в этот раз нам повезло. Обычно мы все это делаем на весу, на 3-5 этаже. Вот. Я сниму по балкону этому несколько видео. То есть в каждом видео будет рассказано о конкретном виде работы. То есть сначала плита будет, потом металлопластиковая рама, потом крыша и внутренние работы. Вот. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, на канал. Будет интересно, поддержите начинающих блогеров. Понимаем, что лень, ну, пожалуйста, подпишитесь. Итак, начнем. Начинаем с того, творить будем 63-го уголка. Начинаем с того, что нам нужно кинуть уголок, главный по длине уже нового балкона. Сейчас мы все подготовим, обрежем уголок, вот, и покажем, что делать дальше. Итак, продолжаем наш монтаж пока плиты, потом в будущем балкона. Напоминаю, что обычно мы это делаем на высоте, то есть бывает и на 8-х, и на 9-х этажах. Тут, вот как видите, у нас пристройка, вот, поэтому работать гораздо легче. Но все равно нам нужно сделать плиту эту независимую от пристройки. Вдруг там что-то с ней произойдет и ее там убрать заставят, то балкон останется висеть. То есть мы уже вот по уровню, как видите, выставили основной уголок, как бы 63, который у нас будет идти. Вот, это пока приварили его по краям, вот там к уже существующим, то есть это были перила эти все. Вот с одной и с другой стороны. Это просто прихват. Дальше нам нужно его будет укреплять арматурой. То есть мы ее будем загонять в стену и в плиту саму. Вот. Кто-то говорит, что надо заводить швеллера, уголки в стену. Да, это делается, но это делается в основном на ракушнике, где хрупкие здания. До 40-50 сантиметров расширения этого делать не нужно. Не обязательно. Плита советская сделана с запасом прочности большим. Вот, и она прекрасно выдерживает расширение на 40-50 сантиметров. То есть то, что по закону разрешено. Что дальше? Дальше мы сейчас возьмем арматуру. Вот мы нарезали все это вот такими вот кусочками. Вот, и будем загонять ее в стену и в пол. Какой прикол этого всего? Загоняйте ее не прямо вот так под углом 90 градусов, а под углом 45 градусов. И каждую в разные стороны. То есть, чтобы было крепление. И также по плите. То есть, после этого мы сделаем уже выносы вперед. Так же само с расширением. Вот, все это пенопласт, армировку и зальем стяжку. Вот. То есть представьте, как будто мы это делаем на весу. Это можете вы даже сделать себе дома, если у вас есть сварочный аппарат, вот, и все остальное. То есть берем 12 сверло, берем арматуру, тоже 12, кувалду желательно побольше, и вперед. Вот. Напоминаю, в этом видео будет все по плите. Дальше мы будем ставить раму. Рама тоже перевязывается и с плитой, и со стеной, и с крышей. То есть можете не переживать, что у вас что-то там упадет. Сейчас мы просверлим арматуру, может покажем один кусочек, как это будем делать. И дальше поедем уже развариваться вперед. Итак, как видите, вот что у нас вышло. То есть пока мы просто забили. Вот арматура торчит во все стороны. Вот. Сейчас мы ее обварим, загнем, приварим намертво. Вот. То есть как это делается, сейчас я покажу. Вот, ну, чтобы забить арматуру.
То есть берете, тут у меня уже просверленные дырки, под углом вот так вот ставится перфоратор, пробили, плита сантиметров 10-15 где-то. Сильно глубоко не бейте, а то пробьете к соседям. Вот, то есть сюда вставляете арматуру, вот, ну, забивать уже не буду, и просто забиваете, насколько получится, кувалдой. Так, сейчас обварим все, и я покажу, как получилось. Итак, продолжаем нашу сварку пока плиты под остекление балкона и полный ремонт. Вот, как видите, сделали один выпуск вот таким образом. Покажи с этой стороны. Сварили два профиля вместе. Это для того, чтобы здесь положить потом плоский шифер, на который мы будем уже кидать армировку и заливать. То есть, как видите, арматуру всю мы уже подварили, позагибали. То есть держится оно мертво. Здесь вот так вот вырезается вот такой вот квадратик. Это для того, чтобы сюда потом положить передний уголок. Как видите, плита, то есть наша плита уже новая, на пристройку не опирается. То есть она нигде не будет опираться. Потому что так же самое, я же говорю еще раз, повторяю, что мы делаем это все обычно на весу, на балконах. Как видите, вот я становлюсь на него, можно попрыгать, ничего не происходит. Все, сейчас мы что сделаем? Нам нужно поставить по 1,25 м каждую эту историю, то есть выпуски сделать, подвесить, чтобы вложить туда плоский шифер потом. Шифер имеет 1,25 м, то есть расстояние между ними должно быть 1,25 м. У нас 3 куска и маленький в конце. Сейчас мы все это соберем, покажем в итоге, что получилось. Итак, основное мы все сварили. Первый этап, как вы помните, была основная, которая несущая по стене. Покажи поближе. Вот так в длину. Вот. То есть все приварено, арматура загнута, все держится мертво. Затем мы сделали 3 выпуска. Они лежат все на плите, как видите. Вот, также делается и в завесном состоянии, то есть, ну, то есть подвесном, когда пристройки нет. Я же говорю, в этот раз нам повезло, пристройка есть. Вот, и мы на ней. Дальше что нам нужно сделать? Когда вы 3 выпуска эти выпустили, это у вас уже несущая ваша конструкция. То есть на него, на выпуске вот эти, вот так вот ставится этот уголок. Тут у нас чуть-чуть мешает руст, но мы его подрежем сейчас. То есть вот это уже будет ваша плита. Дальше, что, ну, мы ее обрежем сейчас по длине, как нам надо. Вот. И вот так вот ставится. То же самое делается с балкона. То есть здесь мы выставим 90 градусов и здесь 90 градусов. Вот. И вот так вот это все приварим. Вот. Покажи целиком. Вот. В итоге должна получиться вот такая вот конструкция, в которую мы потом вложим шифер, армировку, утепление и зашьем. Итак, сейчас мы это соберем и покажем, что у нас получилось. Вот и все. Сварочные работы мы закончили. Как видите, плита полностью готова наша под грунтовку. Вот, сейчас мы ее загрунтуем. По поводу грунтовки могу сказать, ну, используем вот такую серую обычную, вот, грунтовку. Как вы покрасите, в принципе, без разницы. Главное, чтобы без пропусков. То есть и разводите растворителем, ну, процентов на 15, 10-15, как вам нравится. В общем, главное без пропусков, чтобы ржавчина нигде не прошла. То есть сейчас мы, покажи плиту всю так, да простят нас сварщики профессиональные за швы. Ну, нам красота швов не нужна, нам нужно, чтобы держалась крепко. Вот, мы не супер профессиональные сварщики, мы балконщики. Вот, сейчас мы закончим демонтаж вот этой всей железной конструкции. Здесь мы еще вставили вот такой вот профиль. Вот мы его обрежем вот так вот здесь. Это для того, чтобы, во-первых, перевязать его с основной этой решеткой всей. Вот. И чтобы не провисал шифер вниз. То есть, как видите, плита сама нигде не цепляется, ну, не крепится к пристройке. Она полностью висит на балконе. То есть вот я, опа, чуть не упал. Вот, могу походить по ней. Вот, даже вылезти за борт сюда. Вот, как видите, покажи тут высота. Вот, то есть сейчас мы это все додемонтируем, загрунтуем. Кондиционер потом перенесется, человек приедет. Вложим плоский шифер и будем заливать. Так, демонтаж закончили почти. Вот Вася уже грунтует. Сейчас будем вкладывать шифер. Валик доделывает демонтажные работы. Убегает куда-то там, не хочет лицо свое, наверное, показывать. Вот, как видите, такая конструкция у нас получилась. Сейчас все догрунтуем, будем вкладывать шифер. Все загрунтовано у нас, как видите.
Уже один кусок шифера вложили. Сейчас покажу, как отрезать шифер, вкладывать. Закроем шифером всю плиту. Дальше у нас получается утепление. Сверху пойдет пенопласта сантиметрового мы не нашли. Обычно ложим сантиметровый пенопласт, поэтому вложим по 2 подложки от ламината. Там нашли выход такой. Там такая же плотность, грубо говоря, тот же пенопласт, только стоит чуть дороже. Вот, сейчас это я покажу, как отрезать. То есть вот просто вкладываете шифер, берете турбинку и прорезаете. Вот, и все. Вот так вот прорезаете, он сам туда ложится. У нас чуть шифер неправильного размера, мы думали другого будет, нашли только такого. Поэтому там сейчас будем кусочки дорезать. Сейчас дорежем, утеплим, заармируем и покажем, что, как заливать. Итак, вот что у нас вышло. Шифер вложили, как видите, утеплитель вложили, армировку вложили. Вот, уже можно по нему ходить как бы. Теперь все просто. Берем, заливаем. Вот эти вот ребра действуют как маяки. То есть никаких маяков, ничего выставлять не надо. Просто берем вот так, намешали и погнали стягивать. В одну сторону растягиваете, в другую сторону. Оп. В общем, пока не получится ровно. Сейчас мы все это зальем, эту всю плиту. Вот. И покажем вам, что у нас получилось. Первый этап нашей работы, как видите, закончен. Плита сварена и залита. Все ровненько, красивенько. Поэтому потом на эту стяжечку можно уже либо ламинат, либо линолеум, либо плитку стелить, что вы захотите. Вот. В следующей серии нашего видео и во втором этапе нашей работы будет установка рамы. Каркаса рамы металлопластиковой по периметру. Выглядит это будет примерно вот так. Вот. Как видите на фото, балкон еще не собран. Только рама это для того, чтобы смочь потом собрать на ней крышу. То есть первый этап это плита, второй этап это рама балкона, третий этап это крыша, а четвертый полная сборка уже окончательная. Ну и потом внутренние работы, соответственно. Вот, то есть подписывайтесь на наш канал, дальше будет интересно, познавательно. Покажем, как сделать балкон полностью от и до. Вот. Кто в Одессе находится, пожалуйста, кому интересно и понравилась наша работа. Сайт radov.ua. Заходите, там есть контакты, звоните, сделаем вам такой же балкон. Спасибо всем, кто уже подписался и подпишется. Как видите, плита все нигде не закреплена к полу. Так же само делается на навесном. Вот. Так что всем спасибо, кто смотрел. Ждите второй серии.